Вот смотрите, какие милые ребята ходят к нам на участок. Это бобры. Бложку ищут друг у друга. И они активно работают. Сегодня мы увидим, что они у нас на участке вытворяют. Ну, кроме того, будет котик Вилли. И вообще все, как вы любите. Итак, приступаем. Вперед. Вот кто сказал мяу. Вилечка, ну пошли домой. Пошли. Пошли кушать. Вот опять купается, крыльями бьет по воде. Вот так. Кот Вилли полностью восстановился после укуса лисы и чувствует себя хорошо. Вот так бьет крыльями по воде, вот так. А вот это у нас купание лебедя. А лебеди тоже купаются. Причем они вот это делают, смотрите, и крыльями машут. Они это делают увлеченно. Ну, приятно смотреть. Водные процедуры у лебедей. Барбос пошел. Ну что, гулять еще будешь? Арчуха домой пошел уже. Еще осталось Фиску найти. Где Фиска-то? На крыше поди сидит. А Вилли меня обходит, в обход пошел. Он мимо меня-то пройти страшно. Вдруг за хвост схвачу, да? Вилечка. Вдруг папа за хвост хватит. Вот он. И он пошел в обход. А я по вечерам иногда бываю за старшего. Остаюсь за старшего. И кот Вилли по вечерам начинает вот туда-сюда, туда-сюда. Вот выпусти его на улицу. Стоит, ноет таким голосом. Вот выпустите его, выпустим. Пойдет, походит буквально 2 минуты. Вот, назад, пустите меня. Подойдет к миске, съест 2 горошка, потом опять на выход. Ну, а вот взять, не пускать его, как-то игнорировать, просто сил никаких нет, он начинает вот так орать начинает. Это просто... Вот. И печально, что Арчик у него тоже научился. Арчик, вот это Арчик, он понял, что так, оказывается, можно. Так, ночью опять бобры были. Вон, ветку какую спилили. И кормушка на этой ветке была. Эта кормушка, естественно, упала. То есть они спилили ветку с кормушкой. Какие молодцы. А утащить не смогли, да? Большая слишком. Утащить не смогли. Ну, это бобры. Это бобры 100%, это мы уже проходили. Но каково же было удивление, когда на следующее утро я обнаружил... Вот так вот. А ветку утащили. А ветку-то утащили. Которую вчера они срезали. Вот. Я ее вчера снимал ветку. Вот тут кто-то что-то отгрызал. Вот. Тут что-то отгрызали. И ветку утащили вот эту огромную. То есть они знают, что делают. Они просто за один день не справились, за одну ночь не справились. А потом вернулись и забрали. Вот так вот. Ну, камеру я так и не поставил тогда. Но бобры пришли еще раз. Погода хорошая. Им оказалось мало. Это у нас сегодня какое-то 13 число, да? Завтра у нас эти святые Валентины всякие. Так. Они вообще эти бобры вообще оборзели. Так, 2 ветки, да? 2 ветки спилили. Одна вообще перегородила на причал выход. Так, надо камеру ставить и посмотреть, как они будут утаскивать. То есть у них технология какая? Они ночью одной спиливают, занимаются тем, что пилят, роняют, а следующей ночью они приходят забирать. То есть они вот сейчас, по идее, должны прийти забрать. Да, поработали. Надо придумать, вот сюда на стульчик поставлю, да, камеру. Вот, там табуретка есть, вот эту на табуретку поставлю камеру и будем наблюдать за этими. На канале есть несколько роликов, снятых скрытой камерой, там бобры. Сейчас немножко рекламы и продолжим. Пару слов про инвестиции. Если вы хотите научиться работать на фондовом рынке с нуля и сделать это максимально правильно, не допуская грубых ошибок, пройдите обучение на платформе BitMarket. А ссылку на платформу я дам в описании. Там помогут сформировать какой-то разумный портфель и проконсультируют по всем вопросам. Надо ко всему подходить системно. Платформа BitMarket позволяет это сделать. А погода у нас плюс 10. А кот Вилли ходит. Зима вообще
Все ходит и ходит. Так, ты там продолжаешь купаться? Ну, только что опять крыльями хлопал. Так, ладно, где этот? Так, он пошел траву есть, какую-то траву ест. Ну ладно. Мой второй канал, Аксель Франк «Жизнь в Австрии», тоже получил серебряную кнопку. Она пришла. Вот. Так что спасибо всем, кто поздравил меня с этим событием. Теперь у меня 2 серебряных кнопки. Вот. Красавцы мои. Много вопросов, например, спрашивают, как отличить самца от самки. Когда они рядом, лебеди, это вообще очень просто. Самец крупнее, голова у него крупнее. Вот. И интересно, это я заметил особенность такую, ну, плечи. У них нет плечей, но плечи как бы это переход от шеи к туловищу. У самца он более такой квадратный, вот у самки более плавный. И по поведению, конечно, по поведению. То есть, когда они рядом, это вообще легко. Если в одиночку приплывает, надо присматриваться, тогда уже понятно становится. Вот эта парочка регулярно у нас. Все еще у них с гнездом неопределенность. Афиска дома. Вот она, красавица. Анфисия, которая гулять вообще не хочет. Арчик с Вилечкой только и хотят на улицу, а это нет. Говорит, мне там нечего делать. Анфисия, кошмарный день был сегодня, да? Вон, Арчик. Их возили к ветеринару на осмотры, на прививки. А да посади, мальчик мой хороший. Посадили в одну перевозку, а они внутри разодрались. Только перья и пух летели в разные стороны. Только шерсть из этого. Они внутри дерутся, а наверх шерсть вылетает. Вообще кошмар был, конечно. Пришлось рассаживать по-разному. Нашли вторую, достали из гаража. Да. Вон, шерсть валяется до сих пор. Вот тут что, клоки шерсти везде. Ой. Кошмарно было. Это я был в городе Филлах. И там вот такая инсталляция. Ну, небольшой парк в центре города. И там постоянно какие-то у них. Вот в этот раз медведи. Вот. Сердечки. Ну, у них постоянно что-то там такое придумано. Ну, смотрится так симпатично. Вот. Это у нас с утра. С утра был такой иней. Вот. Коты повыходили. Сегодня выпускал, вот сегодня, когда озвучивал, целый день дождь. Арчик ныл, выпустите меня, выпустите. Вот. Ну ладно, говорю, хорошо, выходи. Одел ему трекер, выпустил. Он дошел, где крыша есть, хорошо, только на террасе дальше прошел дождь. Ну, 2 минуты постоял, домой вернулся. А так хотел, так хотел. Думаю, надо подписаться. Да, погода просто классная. Уильям у нас. Вот он, не торопясь, обходит владения свои. А то, что вот этот куст, он как бы у нас дикорастущий. Им, похоже, нравится и кушать, и для строительного материала. Ветки едят, толстые стебли они, видимо, используют как стройматериал. А мы не против. То, что они его срезают, в общем-то, он только загораживает нам вид. Поэтому мы спокойно относимся. Они гуляют. Пошел другую траву есть. Давай. Если травы наестся, рыгать будет. Ну, это у них как положено. А на этом все. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал и пока-пока.